Всем привет, вы на канале Team Spirit. Меня зовут Ваншот, мне 20 лет, и я из Воскресенска. Это Подмосковье, кто не знает. У меня особого хобби не было, просто гулял с друзьями, увлекался футболом. А потом где-то в классе 5 уже потянул на ML, мне там показали эту игру, и я начал в нее играть стабильно, не выходя из дома. У меня было две мечты. Первое — это стать космонавтом. Потом я понял, что это банально недостижимо с моим образом жизни. Потом я хотел стать прокурором. Потом я понял, что это недостижимо с моим уровнем учебы. И я начал играть в ML. Ну, я не рассчитывал на нее, как бы это было просто хобби. Потом оно переросло. В детстве, помимо ML, я еще играл CSGO. У меня в ней часов 3000, наверное, за все время. Банально не было турниров по этой игре. Она меня не особо интересовала. Даже если такие городские брать в счет, то ML больше перепало на выбор, чем стабильно буду заниматься, потому что там начались больше турниров проводиться. А мои родители и близкие насчет моего увлечения сначала относились отрицательно, как-то запрещали, ограничивали меня играть. Потом, когда это начало приносить доход, то все ограничения, в принципе, были сняты. Я играл сколько хотел. Первый турнир, который я выиграл, это был онлайн-турнир на Алмазы. Когда я показал это маме, она говорит, что ты делаешь, куда ты тратишь время. Потом начались турниры на деньги, и в принципе я тогда помню, я Сатролову заказал, и она на меня злиться перестала. В первый стак, который я попался в рейтинге против какого-то чувака, Луфу его знали, известный в своих кругах был. Там была такая мини-беседа по этой игре, где все друг друга знали, попадались в рейтинги на таких более высоких рангах. А я его добавил в друзья, он меня потом позвал играть в трио, и так пригласил потом в клан. И там впервые начал пятеркой гонять. Deus Vult я попал, когда мне исполнилось 16 лет, потому что ограничение было в 16 лет, можно было на международные турниры попадать. Не было кора нормального, все меня ждали, пока я повзрослею. Потом полетел на этот турнир, там не очень все удачно сложилось. Тогда это первые отношения стрельнули в голову, не очень удачно сложилось. Потом как бы разошлись. Я считаю, что у меня нет сигнатурных героев, потому что у меня всегда прет на разных героях, всегда в разное время. То есть зимой и летом не одним цветом. А лесник — это все скорее вот несовершеннолетнего возраста. Я играл только на лесниках, потому что это была более востребованная роль в фулках и тому подобное. Я просто наиграл в количество игр, просто привык намертво и на другие роли не пытался пересесть, остался в лесу. Я тогда еще находился в Питере. Я готовился к переезду, паковал вещи. С 10 утра паковал до 3-4 дня без остановки. Тогда я устал, помню. Мне звонит Кимран по Дискорду. А Кимран мне не так часто звонит по Дискорду, в скобках никогда. Но я уже понимал, к чему идет дело, но он так спокойно спрашивает: пойдешь в команду? А я на тот момент очень устал от таких стаков, которые я считаю не самыми умными, куда меня даже зовут. Явно уровни отличаются, понимание игры у меня всегда горит на команду, если я в какой-то рандомно играю. Если только по угару, по фану могу регнуть с кем-то. И тут наконец-то Кимран позвонил, позвал. Я такой: ура, ура, готов. Хорошо знакомый был с Овочем и Санстом. Отдаленно знаком был с Кидом, потому что раньше, когда вот мое несовершеннолетие было, мы тогда потели на топ-1 рамку и, по-моему, очень часто попадались в рейтинге против него. Когда мы апали ту самую рамку, это то есть где-то от 1500 до 2000 матчей за сезон мы наигрывали, играли почти сутки, тогда вот снайпились друг против друга. А так, чтобы лично с Кидом особо не был знаком, если только в дискордах пересекались там мимолетно. С Хико я вообще не знаком. Сансет, ворчащий дед, который говорит, что маги не дамажат, и они не коры. Хико — вечный претендент на моего Роджера лесного. Савоч — автошкола Чухана, я не знаю, как это описать. А Кид — это мой любимый инициатор на Орлоте. С тренером я, наверное, впервые работаю. Первый человек, от которого я слышу отдельные вещи, которых я раньше не слышал, к примеру, которые помогают улучшать игру. Этот состав лучше, Наруш точно самый лучший, потому что в этой команде думают головой, а в других командах я не хочу говорить, чем они думают.
Во-первых, вначале еще лучше играть, есть куда расти. К примеру, в плане колов, с колами у меня слабо немного. Во-вторых, в плане внимательности. Я особо невнимательный, надо будет чаще сидеть за картой. Просто бывают такие глупые смерти у меня, когда я что-то не замечаю банально. И в-третьем, это идти к успеху. Я реалист. Чем бы новым делом я бы увлекся, тем бы продолжил до талого заниматься им. Искать меня можно на моем телеграм-канале, либо же на моем YouTube-канале OneShot, единственным словом. Я думаю, фанатам привет, и Домрен, пока, болейте за Team Spirit.